Сегодня я решил раскрыть тему, как зарабатывать в интернете. Первое, что я сделал, это ввел ключевое слово в YouTube и проверил выдачу. Меня ждало полное разочарование. Основная масса сайтов, которые предлагают видеоконтент по этому запросу, не хотят научить вас, как зарабатывать в интернете, а наоборот, хотят заработать на вас. Ты понял, где нужно зарабатывать? Вам обещают огромные деньги и легкую работу на так называемых сайтах-буксах. Все, что вам необходимо делать, это скликивать платные объявления, проставлять лайки и прочую ерунду, за которую обещают огромные деньги. Полный Только на этих сайтах не заработаешь. Я имею в виду реальные деньги. Максимум $2 в день за судорожное нажатие на протяжении 8 часов указательным пальцем. Этих денег не хватит даже окупить ваш компьютер и расходы на интернет. Я вам скажу даже больше. Этих денег не хватит окупить даже компьютерную мышку, которая не рассчитана на такое количество кликов. Что вы о себе возомнили? Пошли бы. Зарабатывают тут только те, кто предлагает вам эту работу. Регистрируясь по их ссылкам, вы приносите им около 30% от вашего дохода. 1000 зарегистрированных человек – это около $18 000 в месяц. Конечно, за такие деньги вам и дальше будут продолжать навешивать лапшу на ваши уши о том, что здесь можно реально заработать. Я уже представляю то огромное количество дизлайков, которое упадет мне на это видео от так званых работодателей, которые предлагают огромные деньги и легкую работу под соусом, что практически ничего не надо делать. Они как крысы будут ставить эти дизлайки, потому что не смогут в комментариях опровергнуть реальные факты, что зарабатывают здесь не его зритель, а они. Вот это жестко, конечно. Ребята, ставьте лайки сейчас, чтобы перелайкать так званых работодателей. Потому что в данном видео я поделюсь с вами реально, как можно зарабатывать в интернете. Oh my. Я уже больше 10 лет продвигаю множество онлайн-бизнесов и знаю, где в сети находятся реальные деньги. Неважно, ты школьник, студент или специалист высокого уровня, сегодня я поделюсь с вами своими знаниями и покажу, где действительно можно классно зарабатывать. Обычно работу в интернете ищут следующие категории людей. Это школьники, мамочки в декрете, студенты, преподаватели, консультанты, продавцы. И даже некоторые бизнесмены пытаются расширить бизнес именно в интернете. Я подробно остановлюсь на каждой категории людей и покажу, как можно максимально зарабатывать. Обязательно смотрите все до конца, потому что каждый следующий уровень будет давать возможность зарабатывать вам больше и больше. А начнем мы, конечно же, со школьников. Естественно. Единственный заработок у школьников – это карманные деньги от их родителей на булочку с маком. В офлайне им работать нельзя по закону. Возможно, только для старших классов с определенными ограничениями. Единственное место – это интернет. Работу им могут предложить так называемые сайты-буксы, на которых необходимо судорожно постоянно кликать. Эта работа сопоставима с работой дворника, который пугает почти все родители детей с самого детства. Нет. Работа дворника – это более престижная и высокооплачиваемая работа. Возникает вполне резонный вопрос, как же школьникам тогда зарабатывать в сети? Давайте послушаем мнение одного из самых успешных интернет-маркетологов и бизнесменов, постоянного участника рейтинга Forbes Нейла Петтела, с какого возраста необходимо начинать зарабатывать.
Хорошо, Нил, если бы ты был 16 или 17-летним ребенком прямо сейчас, желая начать собственный бизнес. О, я начал свой бизнес в 16 лет. Но ты не был сейчас, в 2018 году, не прошел этот путь. Итак, сегодня 2018, вам 16, в этом сумасшедшем мире. Что бы ты сделал, чтобы начать бизнес в этом возрасте? Чтобы платить за колледж или другие расходы? Ничего, я бы не стал заниматься бизнесом в 16 лет. Хорошо, а как насчет 17, 18? Я бы не стал. Думаю, что большинство людей ошибаются. Когда они молоды, или даже если вы старше, чем 16 или 17, может быть даже 20, я сделал много ошибок. Я верю в эту концепцию, когда вы можете быть предпринимателем в компании. Хотелось бы, чтобы я начал свою карьеру, работая на кого-то, учиться у них, не делать ошибки. Ребята, прислушайтесь к мнению, к закаленному опытом предпринимателю, создателю Crazy Egg, Kissmetrics и бренда своего имени Нейла Петтела о том, что необходимо сосредоточиться на знаниях, а не на работе. У вас золотое время, когда за вас платят в основном за все родители. Зарабатывайте знания, а не деньги. Чем больше знаний вы получите, тем больше денег в будущем вы заработаете. Товарищ прапорщик, а первое отделение налегке бегает. Девочки свои налегке в кусты гулять будете. А здесь чем больше боезапасов взял, тем больше шансов живым вернуться. Реальность такова, чем тяжелее вам достаются знания, тем меньше людей их будут получать. Я не хочу вам сказать, будьте ботанами, затротами, ни в коем случае. Учить наизусть можно только стихи, а все остальное необходимо понимать. Это и создаст для вас основу для будущих заработков. Ну а если деньги действительно нужны, так как благосостояние у всех разное, в ссылке в описании я оставил список ресурсов, которые предлагают этот рабский труд. Ну а дальше мы переходим к студентам, которым необходимо зарабатывать деньги на оплату обучения и свои развлечения. Фу, становится более жарко, потому что мы переходим действительно к реальным деньгам. Пошла жара! Студенты старших курсов уже могут действительно начинать зарабатывать деньги. Они могут устроиться как на удаленную работу, так и на постоянную, если у них вечерняя или заочная форма обучения. Лучше всего начинать работать в какой-нибудь компании, чем пытаться зарабатывать на фрилансе, как это советует Нейл Петтел. Теория университетов никогда не сравнится с реальной практикой. Не выбирайте первое место работы по уровню заработной платы. Ладно, неплохо. Лучше выберите компанию, где вы действительно наберетесь огромного опыта. Вам необходимо понять, как работает механизм по заработку денег. Не пытайтесь менять все с первого дня. Лучше окунитесь поглубже и разберитесь в процессе. А после этого пытайтесь все усовершенствовать. Лучше всего взять одно направление и в нем развиваться. Потому что быть специалистом во всем невозможно. Это только они так думают, что они такие огромные специалисты. На самом-то деле это посредственные работники со звездной болезнью. Зачем? Какого? К примеру, интернет-реклама делится на 3 направления. Это SEO, контекстная реклама и продвижение в социалках. Выберите одно направление, которое ближе к вам. Так же само, как и в любой другой специализации. К примеру, медицина. Есть хирург, лор, травматолог и сотни других направлений. И каждый отвечает за какое-то определенное действие. Уже давно прошли времена, когда каждый человек выполнял множество действий, в том числе охотой, рыбалкой, выращивал урожай, создавал орудия труда и множество других действий для того, чтобы прокормить свою семью. Сегодня уже в процессе эволюции создано множество направлений, и каждое направление делится еще на огромное количество категорий. Пытаться быть лучшим во всем невозможно. Лучше выберите одно направление и зарабатывайте максимально денег. И лучше всего это делать, действительно работая в компании. И
Это точно. Давайте рассмотрим пример. Нейл Пэттл. В 16 лет он создал свой первый бизнес и полностью провалился. Не заработал ничего, потратил кучу времени. После этого он пошел работать в компанию, в которой он поднял трафик в 8 раз и повысил свою заработную плату с 5 до 20 тысяч долларов. Также он создал для себя фундамент по созданию бизнеса. Он понял, как работает этот механизм и создал свои идеи, которые реализовывает до сих пор. Расскажу теперь свой личный пример. У меня образование Одесского государственного экономического университета финансового факультета. Сегодня он уже национальный. Изначально, создавая свою карьеру, я пошел работать в банк и проработал в 3 разных банках на протяжении 2 лет. За все это время я изучал работу разных кредитных программ. И ко мне обращались друзья, которые просили мне помочь с выдачей кредита. В нашем банке, в котором я работал в определенный момент времени, не было всех программ, но они были в других. Но я уже об этом хорошо знал. После этого я уволился и создал свою компанию, первый кредитный брокер, которая помогала получать кредиты. Мой заработок вырос в 30 раз буквально за полгода. Разве это пресс? Вот это пресс. И знаете, что самое интересное в этой ситуации? В том, что мой стартовый капитал составлял всего лишь 400 долларов. Ни в коем случае не берите кредиты на открытие своего первого бизнеса. Давайте послушаем мнение одного из участников рейтинга Forbes, состояние которого оценивается в 3 миллиарда 900 миллионов долларов, Марка Курбана, одного из самых известных американских предпринимателей. Необходимо ли брать деньги на открытие первого бизнеса? Какая, вы думаете, самая важная вещь для молодых предпринимателей сегодня? Только идти за своей целью. Будете ли вы предпринимателем? Это зависит от вас. Множество людей находят оправдание. У меня нет связей, денег, еще чего-то. Если вы найдете то, что вам нравится, то, что вы любите делать, то худшее, что будет, это выполнять работу, которую вы любите, которая приносит вам удовольствие. В лучшей же ситуации вы станете предпринимателем. Не ищите оправданий, идите вперед. Каждый имеет возможность себя реализовать. Множество начинающих бизнесменов думают, как можно получить кредит для старта, чтобы была возможность реализовать свои идеи. Где взять этот капитал? Прежде всего, если вы начинаете свой бизнес с того, что берете кредит, вы идиот. Множество разных обстоятельств могут сложиться в процессе, а кредит надо возвращать. Банк не будет заботиться о вашем бизнесе. Или у кого еще вы там одолжите, семья, друзья, им будет наплевать на ваш бизнес. И это будет полный конфликт. Так что малый бизнес должен делать? 99% малого бизнеса могут начать без стартового капитала. Больше надо инвестировать усилия. Малый бизнес не проваливается из-за недостатка капитала. Они проваливаются из-за недостатка мозгов, приложенных усилий. Большинство успешных бизнесменов затрачивают усилия в первую очередь умно. Они борются с множеством условий. Они даже не распознают, как много работы вовлечено. Если вы знаете хорошо вашу сферу, значит правильно провели подготовку. Вы должны знать вашу индустрию и вашу компанию лучше, чем кто-либо другой в этом мире, потому что вы конкурируете с другими. Неважно, кто ваш конкурент, вы можете пригласить их переплюнуть ваш бизнес. Если, к примеру, вы хотите конкурировать со мной или с одним из моих бизнесов, тогда понимайте, что я работаю 24 часа в день, чтобы надрать вам задницу. Я полностью солидарен с Марком Курбаном о том, что не надо брать кредиты на открытие своего первого бизнеса и даже, наверное, второго. Я так же само начинал свой бизнес практически с полным нулем, всего лишь 400 долларов. Лучше всего сосредоточиться на знаниях, на работе, на каких-нибудь других процессах и уже нарабатывать капитал. Только в процессе работы вы сами почувствуете, когда действительно необходимо какие-то инвестиции или получение кредита. Но на данном этапе у вас уже должны идти какие-нибудь финансовые потоки и заработки. Почему нет? Вы знаете, почему я акцентирую внимание на понятии первый бизнес? Потому что у меня на самом-то деле на данном этапе уже 3-й бизнес. Я уже прошел 2-й даже этап. Я объясню вам, почему так произошло. До 2008 года было все отлично, мой бизнес давал хорошую прибыль. Но после этого наступил мировой
кризис, сентябрь 2018 года, когда обанкротился американский банк Lehman Brothers. После этого украинское правительство вводит мораторий на получение кредитов. И мой бизнес лопнул буквально за один день. Несмотря на сверхдоходы, было еще множество инвестиций, которые обнулили практически все мои старания. При этом еще остался кредит на ипотеку около 100 тысяч долларов. Остался ли я у разбитого корыта? Нет, ни в коем случае. Наоборот, я получил знания, опыт и полностью ушел в интернет, где зарабатываю по сегодняшний день. Ты космос, детка! Изначально я открыл интернет-магазин электроники со своими братьями, который занимается доставкой товаров из США и Китая. Но для того, чтобы его продвигать, необходимо было изучать интернет-рекламу. И тогда я начал изучать интернет-рекламу и понял, что тут также можно зарабатывать. И стал выбор: заниматься интернет-магазином или интернет-рекламой, потому что быть лучшим в двух направлениях очень сложно. И мой выбор упал на интернет-рекламу. Сегодня это единственное мое направление, которое мне дает хорошие деньги. За 10 лет работы в интернет-рекламе я изучил множество разных бизнесов, потому что клиенты нашей компании — это разносторонние ресурсы. К примеру, блоги, интернет-магазины, игровые сайты, медицинские сайты и множество других направлений. Для того, чтобы эффективно их рекламировать, ты должен понимать и знать их товар. И сегодня я поделюсь с вами, как вы можете создать свой бизнес в интернете, какие необходимо использовать для этого ресурсы и где лучше начинать. Каждый следующий этап будет давать вам возможность зарабатывать больше и больше. Поэтому обязательно досмотрите все до конца, и вы узнаете множество секретов. А теперь самое интересное. Первое место, где вы можете начать зарабатывать, это биржи копирайтинга. Вы можете спросить, зачем вам копирайтинг, если вы не хотите специализироваться на этом направлении? На самом-то деле нет. Качественный текст необходим для продвижения практически любого бизнеса. Даже если вы не планируете наполнять контент вашего сайта, вам необходимо контролировать своих копирайтеров. И лучше всего отточить свои знания. А чего не совместить приятное с полезным и зарабатывать на этом деньги? И в ссылке в описании я покажу вам список ресурсов, где вы действительно можете начать писать текста и зарабатывать деньги. В том числе там будет огромное количество англоязычных ресурсов. Если вы хорошо знаете английский язык, то возможность писать английские текста даст вам зарабатывать в 5 или в 10 раз больше, чем русскоязычный текст. Второе место, где вы можете зарабатывать, это биржи фриланса. Многие говорят, что заработать там практически невозможно, потому что большой уровень конкуренции. Да, с ними можно частично согласиться в том, что вам необходимо нарабатывать репутацию, свое портфолио, показывать свои знания. Но на самом-то деле, если вы все это сделаете, то зарабатывать вы сможете. И посмотрите, к примеру, мои примеры. Я зарабатываю как на англоязычных биржах, так и на русскоязычных биржах, причем огромные деньги. Это связано с тем, что я не пытаюсь охватить практически все направления, а выбрал только одно – это интернет-реклама, SEO-продвижение сайтов. Смотрите в ссылке в описании, я покажу вам список ресурсов, где вы можете начать зарабатывать. Там будет показан трафик и специализация данных ресурсов. Следующее направление – это сайты поиска работы. Здесь также множество предложений интересных работ. Для того, чтобы их найти, вам необходимо использовать два направления. Первое направление – это публикация собственного резюме. А второе – это поиск по существующим вакансиям. Многие проваливаются на этом этапе только потому, что они не затрачивают множество времени на создание красивого, классного резюме с полной информацией. Потратьте время, изучите ваших конкурентов, изучите, как вообще необходимо составить резюме, которое заинтересует потенциальных работодателей. Я в ссылке в описании показал свой пример, как необходимо оформлять резюме, а также список ресурсов, где вы действительно можете найти достойную работу.
Следующая возможность для достойного заработка – это доски объявлений. Возьмите сайт Авито. Больше 300 миллионов трафика только по России. OLX – больше 100 миллионов трафика только по Украине. Craigslist – больше 500 миллионов трафика по Соединенным Штатам. Если взять в целом весь мир, то трафик просто зашкаливает за разумные пределы. Там огромное количество предложений разных работ и возможностей заработка. Откройте каталог, возьмите, проверьте по поиску. Вы найдете множество работ и предложений, которые будут относиться к вашей специализации. Это здорово! Если же вы хотите продавать в интернете и у вас нет собственного сайта, то тут также можно эту проблему легко решить. Потому что в интернете множество сайтов-конструкторов, которые предлагают бесплатно создание интернет-магазина или другого коммерческого сайта. К примеру, Prom.ua, TU.ru, Satu.kz. Если брать какие-то конструкторы, то это Wix, Ukas, Shopify и множество других. Такие же услуги предлагают прайсы-агрегаторы. Это Market Яндекс, Hotline, Price.ua и множество других. Просто откройте эти ресурсы и подумайте, как вы можете внедрить туда свой товар и эффективно продавать. Если же вы хотите максимально зарабатывать, то вам все-таки придется создать свой собственный сайт. И самая большая ошибка тех, которые создают свои коммерческие сайты, в том, что они хотят продвигать сразу же коммерческие страницы. Но в современных условиях это практически невозможно. Вы должны отдавать что-то бесплатно. И лучше всего это отдавать в своем блоге, привлекать информационный контент, показывать свои знания и перенаправлять информационный трафик, который частично будет монетизироваться на коммерческие страницы сайта. Полезная информация. Еще один вариант создания контента – это создание инструментов. Мы так и делаем, мы создаем бесплатные инструменты и привлекаем постоянный трафик. Если же все-таки вы трафик не можете этот продать, есть вариант направить его на сайты партнера, которые предлагают определенный процент за привлечение трафика, который у них продает. И последний вариант – это добавлять платную рекламу Google AdSense, которая дает оплату за клики. Последнее место, где многие пытаются зарабатывать, это доход на играх. Представьте эти миллиардные компании, которые вкладывают миллиарды долларов в продвижение своего контента, игр, и хотят просто так поделиться с вами. На самом-то деле там заработать невозможно. Даже те, кто временно выигрывают, после этого возвращаются и оставляют там больше. Нету секретов выигрыша денег. Их просто не существует. Это система, машина, которая привлекает множество игроманов каждый год, которые просто отдают туда деньги и ничего, соответственно, не зарабатывают. И теперь мне интересно ваше мнение, как вы планируете зарабатывать в интернете? Будете учиться, пойдете работать в какую-то компанию или все же начнете писать на биржах копирайтинга, искать работу на фрилансе и каких-нибудь других мест? Создадите ли вы свой сайт? Или все же вы рискнете попробовать зарабатывать на играх? Пишите ваши вопросы в комментариях. Мы обязательно дадим ответы на каждый заданный вопрос. А также подписывайтесь на наш канал, ставьте лайки, нажимайте колокольчик, и мы будем снимать для вас множество других классных видосов. До новых встреч! Зарабатывают только... Фу, не так, лучше по-другому. Зарабатывают только... Что происходит? Теория университетов никогда не сравнится с реальной практикой. И что дальше? Ну не сравнится.